Здравствуйте, мои дорогие! С вами Анучин Олег, и мы говорим снова про долголетие, потому что тема долголетия, она вызвала неоднозначные такие комментарии, потому что ряд людей не согласны с тем, что им придется умирать, и они правы по-своему. Вот. И ряд людей были не согласны с тем, что не было дано никаких рекомендаций. А что же делать-то? Вот он, так сказать, вот оно наше тело. Оно запрограммировано постареть и умереть. И так хочется, чтобы еще было там 10, 20, 30 лет. Ну, во-первых, сама тема долголетия, она связана с тем, что мы должны поставлять нашему телу необходимые питательные вещества постоянно. Так устроено наше тело, ему нужны все время вещества для постоянной своей перестройки. Оно как бы себя все время возобновляет, поддерживает себя все время в новом качестве. То есть какие-то все время конструкции, клетки, какие-то вещи в нем разбираются, разукомплектовываются и новые строятся. Это происходит постоянно. У вас ежемоментно отшелушивается кожа, потому что верхний слой кожи отмирает, и на смену приходит нижний слой кожи. На смену этому слою уже готовится еще более глубокий, потом еще более глубокий. Вообще кожа такой многослойный, довольно сложный, многослойная, довольно сложная структура, в которой есть клетки, которые постепенно переходят в другие клетки. То есть они как бы, когда какая-то зрелость у них какая-то наступает, они эту свою функцию прекращают, делятся, ну, даже не делятся, они просто превращаются в другие клетки. Вот. И таким образом у нас все время на коже появляется слой твердых, хороших, такой твердый, хороший покровный материал. Да. Но он тоже отшелушивается, это постоянно происходит. Иначе как бы у нас зарастали бы вот эти вот все вещи на пальцах, ссадины, царапины и все остальное. Вот я тут клеил секундным клеем, и вот так было все в этих самых, ну что, потихонечку там новая кожа наросла, это отшелушилось, и за полдня у меня весь этот клей слез. А я ничем его не мог отмыть, ну никаким растворителем не берет он. Поэтому, конечно, вам нужно закидывать в тело всякие вещества. Вам нужно делать много из того, о чем я вам рассказывал. Есть видео про капилляры, есть видео про то, как сохранить здоровыми сосуды в организме. Много-много вещей. Но у всего, что рождается, есть период поддержания своего существования и период отхода, подготовки к смерти и самой смерти. Этого не избежать. Люди сейчас иногда к смерти относятся немножко как бы странно, я бы сказал. А в обычной жизни раньше люди видели смерть постоянно. Моя бабушка ловила цыпленка, тащила его на задний двор, рубила ему голову, общипывала, и в скорости у нас был суп и прочее. Но сейчас люди не видят смерти как таковой. Даже другие люди исчезают. Просто в один момент их было, он был человек, а потом говорит, его уже нет. Где-то там все сделали, его подготовили, уложили в гроб, похоронили и так далее. Это все проходит без нашего внимания. В моем детстве время от времени можно было идти и увидеть цветы, разбросанные по дороге. Потому что провожали человека, его привозили к дому обязательно, в доме, там, в квартире. Вот сейчас этого просто вы даже не встретите. У нас в квартире, в хрущевке, там, например, на 6-м этаже клали этого человека, этот гроб клали на табуретки, потом по этим этажам, по узким спускали. Человеку оказывались почести. Те люди, которые были рядом с ним, то есть друзья какие-то, соседи, они участвовали в том, чтобы отправить его в последний путь. Вот эти вот цветы разбрасывали, вот всегда ставили этот гроб рядом с подъездом, все время прощание какое-то организовало, люди приходили всегда. Смерть была реальна для людей, сейчас смерть нереальна. Хорошо это или плохо? Ну, скорее всего, плохо, потому что люди относятся к смерти как к чему-то, ну, я не знаю, Может быть, как в компьютерной игре, там ты нажал и восстановился, и побежал снова, там у тебя новый запустился этот самый. Вот.
Но все, что рождено, умрет. Это простая истина. Но как нам не попасть в это угасание, да? Как нам сохранять даже, допустим, на всем протяжении времени бодрость, активность и все остальное. Да, тело стареет, но это не значит, что вы именно должны постареть и соглашаться с тем, что вы тоже теперь старый. В чем здесь рецепт? И то, что я сейчас скажу, является невероятно важным, и вы вряд ли где-то это найдете. Есть естественный цикл, которому подчинено все живое. Рождение, потом рост. После рождения идет рост, достижение каких-то оптимальных размеров. Потому что большого зверя труднее съесть, большой зверь может отбиться, большой зверь может убежать. В общем, у него больше способностей выжить. Рождение, рост. Дальше довольно длинный есть период поддержания существования, то есть выживание как таковое. Ежедневно что-то существо делает, чтобы продолжать свое существование, и в том числе рожать детей, в том числе заботиться о продолжении потомства, чтобы продлиться в следующих поколениях. Вот, все это все равно выживание. Обустраивать что-то там, ну если брать людей, там жилище свое, еще что-то там. Вот цель получить квартиру. Хорошо, сделали квартиру, цель расплатиться с ипотекой, хорошо расплатили. Цель автомобиль, цель еще что-то, цель, чтобы детей поставить на ноги, цель отдать детей в вуз, цель женить детей. Это все такие вот вехи, и все они направлены на то, чтобы поддерживать существование человека, да, то есть как бы человек — это этап выживания, можно сказать. Потом всегда наступает этап угасания и смерти. И когда человек уже попадает в эту полосу, когда у него какие-то основные цели достигнуты, какие-то вещи, у него уже не очень много причин как бы вообще поддерживать свое существование. И наступает этап угасания. К сожалению, все живое согласно с этим с этой последовательностью, с этим циклом выживания, с этой последовательностью все живое согласно. И поэтому, когда уже наступает этап угасания, сам организм, само живое существо начинает работать над тем, чтобы умереть. То есть у него реально начинается умирание. Это справедливо для очень многих вещей. Я наблюдал, как это происходит в компаниях, в организациях. Когда идут дела на спад, когда уже видно, что все куда-то вот как бы так, стало хуже, чем раньше, уже все это не поддерживается в том же состоянии. Или кому-то надоело уже это поддерживать. Понимаете, этот владелец, он уже 20 лет поддерживал, значит, эту организацию. Потом уже такой, вроде бы все уже, хватит. Наступает этап угасания. И на этом этапе действия становятся разрушительными. Хотим этого или нет, действия существа становятся такими, что он ускоряет свою гибель, он приближает свою смерть, потому что есть согласие с заведенным порядком. Так, например, случается с работником. Работник приходит на новое место работы, как-то себя проявляет, обучается, разбирается. Это рост. Он растет, достигает какого-то статуса. Теперь он этот статус поддерживает. Потом он говорит, потом как бы ему где-то там далеко, он даже сам это не осознает, кажется, что он уже достаточно состоялся в этой организации, и его действия становятся такими, что он разрушает свой пост и разрушает организацию. Мы это можем видеть, что он делает что-то такое, что его нужно уже выгонять или еще что-то. Он из-за своих действий, потом из-за поступков начинает критиковать всех, продолжает эти свои чудачества. В конце концов уходит из организации, говорит, все плохие, я хороший, пойду искать лучшей доли. Приходит новая организация и начинается все сначала. Этот цикл выживания, он есть везде. И когда вы попадаете в конец этого цикла, когда вы достаточно создавали, вы очень рискуете, потому что ваши действия
могут превратиться в приближение смерти. Что необходимо делать? Необходимо вместо того, чтобы бороться, то есть, понимаете, когда вы начинаете сражаться с гибелью, то есть вот ваша ветка пошла вниз, да, вы чувствуете, что тело не такое быстрое, не такое подвижное, болезней больше, вы начинаете двигаться вниз, и вы начинаете как бы инстинктивно сражаться с этим, то есть вы начинаете сопротивляться гибели. Но даже если вы сопротивляетесь гибели, вы признаете существование гибели, вы признаете, что вы попали в конец цикла выживания. И вам ваши действия все равно будут такими, в конце концов, что приведут вас к смерти. Там будет очень много действий разрушительных. Вы будете есть не те таблетки, есть не те витамины, не в тех дозировках, еще что-то будет происходить. Вы будете там каким-нибудь закаливанием заниматься и простынете еще больше. Потому что на этом уровне вы сражаетесь, вы своим вниманием даже свою смерть, свою гибель приближающуюся делаете важной, значимой, твердой. Для вас она начинает существовать. Сама вещь это такая, как смерть, она начинает существовать. И вы своим вниманием, своим сражением, своим сопротивлением придаете ей силы. Что нужно делать? У нас есть начало, рост, длительное существование в каком-то качестве, потом угасание и смерть. Вам нужно начинать что-либо и развивать это. У вас должны быть, если, допустим, у вас работа, уже все, вы там к пенсии приближаетесь, работа уже не такая интересная вещь. Хорошо, найдите себе новую какую-то вещь, которую вы будете поднимать и развивать. У вас всегда должно быть какое-то количество вещей, которые вы начинаете, развиваете и добиваетесь какого-то там уровня. Вы можете посмотреть на то, что делаю я. Что-то строю на даче, запускаю какие-то проекты, какие-то там приносят мне результаты, какие-то не приносят. Допустим, я отработал там в очередном проекте в бизнесе, там что-то получилось, что-то не получилось. Но я создал еще одну книжку, еще одна есть публикация у меня, да. Не публикация, а подшивка, подборка материалов. Дальше моя задача делать это популярным, известным, делать курсы для бизнесменов. Все время какие-то вещи вы начинаете. Что это будет? Может быть, вы научитесь делать какие-то поделки. Может быть, вы научитесь делать какие-то ремонты. Может быть, вы там начнете заниматься внуком. Задача с внуком такая. Все-таки внуки это собственность родителей, да, как бы тут такое себе. В любом случае, вы что-то должны начать. Не заботиться о продолжении, поддержании того, что уже, катится вниз, вы его удерживаете. Дом разрушается, вы этот дом все подлатываете. И чем больше вы подлатываете дом, тем больше он разрушается. Постройте пристройку к нему. Постройте новый дом. Сделайте что-то новое, другое. Начните новое. Да? И занимайтесь этим новым. Тело все равно будет стареть, и фиг с ним, вы просто поддерживаете существование там, витаминами, минералами, питаниями. Но вы начинаете новое. И там будут новые циклы, новый рост, новое развитие. Вы достигнете каких-то результатов. Что там по этому поводу будут говорить окружающие, это их дело. Вам нравится этим заниматься. Вам нравится, вы занимаетесь этим. Что это будет? Просто посмотрите. Полно вещей в мире, которые можно сделать. Можно выйти, посадить деревья под окном. Пожалуйста. Берете саженец, едете в ближайшую, допустим, сейчас осень, да, в ближайшую, например, рощу, где много кленов. Эти клены просто сыпятся там, их просто вырастает тьма тьмущая. Выкопали эти саженцы, приехали, куда-то посадили, они растут, вас радуют. Вы начали новое что-то. Клумбу организовали, вы начали что-то новое. Сделайте ремонт полностью новый. Так хочется вам, чтобы был ремонт, чтобы это не было постоянно подклейка отрывающихся обоев, еще что-то. Обдираете все вычищаете, делаете новое.
Вы начинаете новое. Всегда живите с идеей, что вы начинаете новое. Вы не поддерживаете что-то, значит, падающие эти штаны бесконечно. Вы просто начинаете новый цикл. Пожалуйста, начните что-то рассказывать в Ютубе, выкладывайте. Начните что-то рассказывать в Рутубе, выкладывайте. Полно вообще как бы вариантов. Да, там часть комментариев будет дурацкие, люди будут там что-то вас высмеивать, будут там вас пикировать. Это нормально. Есть такие люди, они просто, ну как бы, это даже будет хорошо. Потому что чем больше вот это вот стычек там в комментариях, как ни странно, становится больше комментариев, значит, канал становится более интересным, его YouTube начинает подсовывать другим зрителям, например, да. В общем, вот мое послание вам, то есть, что сделать, чтобы как избежать, да, старости, но не избежать старости и смерти, а, значит, если мы говорим о долголетии, да, что сделать для долголетия? Что сделать для долголетия? Ну хорошо, делайте то, что я рассказываю на канале, и начинайте что-то новое. Забудьте о сражениях со скорой гибелью, со старостью, с болезнями. Забудьте об этом. Создавайте новое. Если вы, допустим, требуется вам висцеральный массаж, обучитесь этому массажу. Вы можете делать этот массаж другому человеку. Это будет новая ветка в вашей жизни. Вы просто берете, говорите, а я теперь могу делать висцеральный массаж. Вот точки такие там, я вот так делаю, нажимаю. Испортить вы ничего там не сможете. В животе все мягкое, руки у вас мягкие, вы ничего не отрезаете, ничего не пришиваете, вы испортить не можете. Вы можете просто вот начать и делать это. Поэтому не бойтесь что-то начать. Пусть это будет маленькое, хорошо, но вы просто создавайте новое, развивайте это и заканчивайте. Создавайте новое, развивайте и заканчивайте. Ну, если смысл в этом есть закончить. Допустим, начали там ремонт в комнате, надо закончить, да. Кстати, по поводу завершения. Если уж вы хотите, если вас так беспокоит у вас конец вашей жизни, да, и вы заботитесь о долголетии, тогда найдите, что вы могли бы закончить в своем окружении. Заканчивайте те вещи, которые являются сейчас незавершенными. Если уж все равно вы озабочены завершением, у вас внимание уже есть там на том, что оно вот завершается, ой-ой-ой, и что же делать, если оно завершается? Хорошо, позавершайте то, что и так уже у вас не завершено. Там что-то ждало, какой-то кусок оторванных обоев был, и вы долго там собирались его приклеить. Приклейте. Какое-то пятно было на стене, вы все долго собирались подобрать краску, чтобы замазать. Подберите и замажьте. У вас там было там неотвеченное послание, вы там давно кому-то не звонили, позвоните, да. Какое-то незаконченное дело было, сделайте его, завершите, да. Раз уж вы озабочены так, вы просто сместите свое внимание на другие циклы действия, которые вам нужно будет завершить. Вот так вот. И никогда не забывайте, что вы это вы, а тело это тело. Тело стареет, вам стареть не обязательно. Вы можете продолжать быть достаточно молодым, живым, подвижным, полным жизни и здоровья. Пока-пока. С вами был Анучин Олег. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, рекомендуйте знакомым. Надеюсь, что это видео вам поможет жить долго и счастливо. Всех благ.